Привет! Смотрите, какой день сегодня. Замечательный. Понедельник, 10 часов утра. Вот этот долбанный коронавирус, заставляет сидеть дома. Так бы на дачу поехать, шашлычков бы пожарить. Ну ладно, мы начинаем устанавливать наши стеклоподъемники. Дверные карты я снял. Как снять дверные карты, ссылочку я оставлю в описании. Сейчас снимаем сиденье. Кстати, сделал из старой шубы. Кстати, также будет видео. Смотрите состояние. Все это я перешивал сам. Вот заводской. Так что тоже покажу. Очень длинное видео, монтировать долго. Ладно, снимаем сиденье. Ну что, продолжаем. Итак, смотрите дальше. Сняли обшивочку, вот эту. Снимаем, чтобы поднять половик. Можете, в принципе, этого не делать, но я сделал так, чтобы было аккуратненько все провода сложены. Понятно, да? Вот здесь они проходят. Туда проходят. И вот сюда блок я вывел на заднее сиденье. А это домашнее папино вино, чтобы не скучно было. Итак, наш блок. Какие изменения сюда нужно внести? Не то чтобы изменения, а дополнение. Видите, вот это вот перемычка. То есть вот она идет на второй и третий контакт. Я их замкнул и кинул его на плюс. Плюс взял прямо вот отсюда, вот он плюс. Вот сюда его прям припаял. И все. Как бы просто, чтобы не тянуть никакой лишний провод. То есть все работает, все отлично. Дальше. Как я кидал всю проводку. Значит, смотрите. Все разобрано, чтобы нормально проложить наш провод. Вот здесь все поднято. Значит, вот отсюда начинал. Вот с этого угла. Вот взял фишку, бросил ее вот туда. Все, подсоединил блок. Блок я вам уже показал. И отсюда пошел уже раскидывать ее. Сюда пошла. Вот она проводочка. Сюда пошла. Сюда. Вот они у меня кнопочки. И пошла туда. Хотел положить красиво. Вот отсюда. То есть как положено. Снять еще и пассажирское сиденье. Но провода не хватает. Там немножко не хватает. Поэтому пришлось кидать вот отсюда. Пока висит вот так все. То есть, да. Вот. Массу взял вот отсюда. Отлично. Прямо она сюда попадает. И все хорошо у нас. Вот. Плюсовой кабель пока еще не знаю. Вот он плюсовой. Куда его пока бросить, тоже пока не знаю. Сейчас заведу вот этот провод в нашу дверь. Да, и начну устанавливать. Точнее снять. Сниму сначала эти подъемники. И буду ставить свои. Как просунуть наш провод в дверь? Лучше всего сверху пустить кабель, провод, вот как я сделал. Сейчас я его привяжу. Вот здесь. И вытяну. Вытянул я провод. И вот теперь уже отсюда я буду посылать его сюда. Здесь будет гораздо проще. Итак, как снять нашу центральную консоль? Снимаете пепельницу. Как снять вот эту пепельницу? Просто ее вот здесь вот цепляете. Либо так просто снизу пальчиком. Подаете вот сюда, вот таким образом. И она вылазит. Вот здесь у вас болт, шуруп, вот он, откручиваете его, затем у вас вот здесь, где переключение скоростей, вот здесь болтик, он будет у нас вот здесь, вот он, откручиваете его и всю, значит, нашу консоль подаете назад, она держится вот на вот этих вот штучках, где, вот она штучка, и вот она. Все. Ну, соответственно, предварительно снять бороду. Как снять бороду? То же самое. Два шурупа здесь. И вот здесь откручиваете. Кстати, пришло время заменить парус. Парус у меня уже давно лежит. Ждал этого самого часа. Все, заодно и все лампочки посмотрю, поменяю, где что. Дальше что у нас? Вот эти накладки. Вот они лежат, да? Как их снять? Вот с этой стороны просто поддевайте ее аккуратненько и потихонечку вытаскивайте. Она отлично выходит. Все, чтобы добраться вот до сюда.
Можете, конечно, положить как-нибудь по-другому, но я решил спрятать все провода. Все, теперь снимаем стеклоподъемники. Откручиваем вот этот винт, вот эти два и вот эти 4. И будем вымерять электростеклоподъемники. Ну что, собственно, вот наш стеклоподъемник. Значит, что у нас? У нас есть 1, 2, 3. К сожалению, продавец прислал мне без вот этого болта, так что будем что-то придумывать. Значит, вот этот болт, отверстие, у нас совпадает вот с этим отверстием. Вот оно. Вот здесь внизу у вас. Дальше 2 отверстия мы высчитываем уже самостоятельно. Я сделал это вот таким образом. То есть приложил, ну долго, нудно, муторно. Вымерил, у меня попало вот на это место. Расстояние у меня получилось вот от этого отверстия до вот этого отверстия по центрам ровно 5 сантиметров. Строго по горизонтали. По центрам 5 сантиметров. Теперь нам нужно высчитать наше вот это вот 3-е отверстие. Оно будет примерно вот здесь. Я сейчас сделаю просто треугольник, вот этот, высчитаю здесь, соответственно, я высчитаю его здесь. Все. Значит, я посчитал, у меня выходит от этого отверстия сюда 4,5 сантиметра. Значит, все отверстия просверлили, здесь чуть-чуть я не попал, исправил. Ставим. То есть все устанавливаю в 2 руки. В этом-то вся и загвоздка. Очень сильно неудобно. Очень неудобно, мужики, одному. Вот так есть. Все поставлено. Вот этот болтик пока не поставил. Значит, как все это ставить? Сначала заводите стеклоподъемник. Потом вставляете вот этот момент. Вставили. Только после этого начинаете ставить сам моторчик. Все, когда вы это все поставили, у вас вот это крепеж сам подойдет к этому месту. Затем одеваете салазку, ее одеваете, и только потом ее ставите. Я сейчас примерно все выставил, сейчас буду пробовать настраивать. То есть вот это сейчас морока будет самая длинная. Моменты ловить, как, что, куда. В общем, буду сейчас пробовать. Ну, закрыться, смотрите, сразу, да, закрылось. А давайте откроем. Где-то что-то в напрягу, да, идет? Так, закрылось отлично. Открываем, смотрим вот сюда, мне больше всего интересно. Открывается не до конца. Не до конца. Значит, надо было моторчик сам опустить немножко влево. Еще левее опустить, вот прям к краю сделать вот это отверстие. И тогда он сядет еще ниже. Фу, шикарно все, да? Вот этот болтик сейчас поставим на место. Давайте попробуем подрегулировать чуток. Да, отлично, по-моему, все. Скрип вот этот только. Наверное, либо смазать надо, либо что-то. Ну так вроде все отлично идет. Давайте его подниму в самый верх. Что нам это даст? Нет, не пойдет, сразу видно, да?
стеклышко пошло наше не туда. Так что опускаем его. Или в самый низ опустить, если. Все-таки я верну на место. Вот сюда. Все. Все остается смазать и собирать все это в обратном порядке. Ну и последнее подключение нашего плюса. Вот он наш плюс, отсюда идет. И вот сюда в блок с предохранителями. Здесь много свободных пинов. Просто воткнул его, отлично, прям разъем подходит. И все. Сейчас все это аккуратненько прицеплю и буду зашивать. Куда я кину плюс на клавиши, на подсветку. Вот он у меня. Я его кину прямо на прикуриватель. Все, то есть собираем и все готово. Сейчас, кстати, лакирую панельку. Покажу, что получится. Панелька наша вот в таком печальном состоянии. Я сначала сейчас ее обработаю, то есть сниму весь лак, просверлю отверстие.